Так, у нас доброе утро, да, страна. Здорово, братва. Что, выполнили вот такой вот заказ на 36 минут. И заработали с него 916 рублей. Это с бонусом от Яши. А так заказ стоил 649 рублей. Оказались на Некрасовской, на Победе сейчас. Так, ну что, у нас по плану сегодня... Вообще, по сути, мы уже выполнили три заказа, да, на сумму 1455 рублей. Вот, по плану, вчера был понедельник, который я должен был записывать ролик и записывать, что за неисправность у нас проявилась. Вот, со стуком с левым передним колесом. Вот. Но мастер, который должен был осмотреть автомобиль и сказать, что да как, ну, как бы приболел, так скажем, маленечко. Вот, сегодня я дозвониться до него не могу. Я думаю, чуть позже мы доедем до туда и посмотрим, работает ли он сегодня или нет, чтобы это все узнать. А сейчас что, продолжим работать. Есть фишка такая, что здесь, как обычно, центр коэффициента сейчас нет. Сегодня какой-то день аварийный. Вся карта в авариях. Вот. Что мы делаем? Мы сейчас уедем, наверное, куда-нибудь на Пятерку. И оттуда уже постараемся зацепить какой-нибудь заказик и поехать. Так, все лужи мы, считай, откатали уже. Кстати, все три заказа, которые делал, два картыша там по Брагина, они оба с лужами. И, соответственно, последний, точнее не последний, а крайний третий заказ, вот, тоже получился у нас с коэффициентом. Ну и по сути, вот Яндекс сейчас мне показывает, что не 1500 или 1400, а получилось у нас 1639 рублей. Неплохо, я считаю, неплохо. Так, ну чё, вот так вот, 5 минут и 149 рублей. Пассажирка пошла. Так, походу учительница. Так, ничего ставить там не будем. С юности у нас теперь следующий заказ. Надо, наверное, сдать назад, выбраться из этого дерьма и поехать на юности. Но я считаю, что такие заказы тоже имеют место быть, так как не было спроса, типа коротыш на 2 километра, и поэтому мы... Ну я взял, а что делать-то? Надо накатывать, у нас ни баллов, ни хера не хватает, так как сегодня уже какое там число-то, 17-е, у нас только там 1005 с небольшим. Вот, так что надо постараться, наверное, и покатать и баллы, покатать, помуковозить, так сказать. Вот. Ну и деньги нужны. Как я еще раз напоминаю, что у нас, как бы, ну, у меня замена надо и масла в двигателе, и в коробке, и вот эту неисправность убрать, которая там со стуком. Что еще? Вообще свечи бы хорошо бы поменять, бы уже пробег 101 тысяча. И еще у нас что-то, что у нас еще? Что-то я еще хотел. Колеса. 2 колеса я хотел приобрести. Потому что задние вроде как бы нормальные, а передние уже скатались. Поэтому очень много затрат, на которые надо заработать бабки. Вон мои пассажиры стоят, кстати. Так, хорошая женщина пожилого возраста, 163 рубля, комфорт, и там 5 минут. Вот. Фишка в том, что, как сказать, она мне говорит такая: слушайте, у меня, говорит, мелочью ничего. Я говорю, какой мелочью? Она говорит, ну, по 5 рублей. Я говорю, в смысле по 5 рублей? Она говорит, ну, в прямом. Я говорю, блин, ну, а там перевести, ну, понимаешь, что это уже как бы в возрасте женщина, и перевод, ну, бред с моей стороны, наверное, будет. Ей, блин, короче, повернул и не так сделал. Вот, бред ей говорить о таком. А она, ну, в курсе о переводах и о всем. Говорит, нет, если, говорит, вам, говорит, это, как бы,
и какие-то сложности. Я думаю, ну куда я сейчас гору мелочи это. Вот, она такая, у меня есть 500, если у вас есть дача. Я говорю, блин, ну так отлично. Я говорю, конечно, есть дача, давайте я вам сдам. И по итогу она забрала 300 только. Я ей хотел мелочи еще начитать, она сказала, не надо. Ну, короче, пушка, гонка. Офигенный заказ. И так поболтали. Она говорит, у меня сын, говорит, если бы, говорит, мам, говорит, не было работы, я бы, говорит, таксист, и, говорит, пошел. Таксист такая профессия, ребят, я не знаю. Все подряд говорят, что, типа, если нет работы, я пойду в такси. То есть, ну, как бы, чем она считается плохая? Напишите в комментариях, что ж, мы ж не рабы. Ну, ладно, обслуга, так сказать. Но обслуга, которая выбирает, кого обслуживать. Верно? По-моему, верно. Если я подъеду и мне не устроит пассажир, так я же ему скажу, ну, как бы, давай, до свидания, братан. Или сестра там, кто-то. Ну, короче, по факту поняли. Мужчина будет это или женщина. Вот. Короче, к чему я все это? Я к тому, что как бы многие говорят, что такси это как бы такая работа от безысходности. Если некуда пойти, то вот пассажир, кстати, звонит уже второй раз. Алло. Это водитель, да? Что? Вы по Захаеву едете, да? Да. А, это подъезжаете на Чехова, на поликлинику. Ну, у вас... В поликлинике, это подъезд. Потому что иногда подъезжают к стационару. Ну, Чехова 34, там поликлиника, ага. Ну, так у вас правильно указано-то или что? А, у вас с другой стороны, у вас чуть неправильно указано, да? Алло? Чехова 34, прямо на Чехова, да? Подъезд. Ну ладно, все понятно. Вы подъехали, нет? Нет еще? Все, давай. До свидания. Не, ну, как бы суть понятная, куда подъехать. Они неправильно указали. Смотрите, у нас красненькая шлепотень загорелась. А это, знаете что? Я не хотел мыть сегодня машину, а это фотоконтроль. Походу, это сейчас будет крайний заказ. Интересно, куда нам ехать. Но суть понятна, что он мне пытался сказать. То есть, как бы вот это вот Чехова 34, но подъезд стационара. Нам вот ехать отсюда вот отсюда, по улице Чехова, короче, по самой. То есть, ну, неправильно. Подъезжает, говорит, стационару. Правильно, потому что у тебя указано, ну, с той стороны. Ну, походу, тоже возрастные люди, поэтому, как бы, ну, что-то тут разговаривать лишнего, короче, я понял, и все, и еду. Ну, вот стационар, короче, грубо говоря. А нам вот через другой стороны с светофором повернуть направо. И там будет наша поликлиника туда, куда нам надо. Так, ну что, ну, пенсионер. К плюс 7 минут, 176 рубасей. Вот. Кстати, фишка-то в фотоконтроле личности, лица была, короче, лицо надо было отфотографировать. Нет, но фотоконтроль, это мне напомнило о том, что фотоконтроль машины мне тоже писал еще вчера, что через 20 часов. Так что, ну, все равно придется ехать на мойку. Как я сегодня не желал ехать на мойку, но придется ехать на мойку. Кстати, заказ. Я прошел фотоконтроль личности и как бы вроде, ну, должен давать заказ. Ну, что-то по цепочке вот получилось 3 заказа выполнить. Что-то не дает. Так, ну что, я думаю, проставится кнопочка домой, и там на нормальной моечке все сделать, помыть и, соответственно, отфотографировать автомобиль и продолжить работать. Сегодня есть такая надежда, что мы работаем прямо, пока нас Яндекс не выгонит нахрен домой спать. Но это не точно, как обычно. Так что, вон, смотри-ка, по комфорту, желтый комфорт, свобода 93, но нам как надо подъехать-то туда. Тоже показывает, нет, мы поедем, да, по другому маршруту, не так, как он нам показал.
Потому что он показывает как через дворы, но все дворы у нас это как его перекрыты, там шлагбаумы, туда-сюда. Почему он так показывает, непонятно. Ладно, едем на заказ, потом, наверное, сразу же на моечку. И уже после моечки там включусь вам рассказать кое-что. Наверное, хотел вроде как бы. Главное, не забыть. Так, ну что, мы помыли автомобиль, уже весь грязный. Прошли фотоконтроль, не знаю, прошли еще нет. Выполнили заказ 11 минут, 277 рублей. Из Брагина приехали. Приехали сюда на Углическую. Пассажирка. И о чем я хотел поговорить? А я хотел поговорить о том, что может быть, пацаны мне постримить, то есть прямые трансляции повключать на Ютубе, на Твиче. Пивка попьем, обсудим автомобиль, обсудим работу и тому подобное. Как вы на это смотрите, напишите в комментариях, либо там лайком подкрепите прямо этот видос нормально. Вот, подумываю об этом. Еще, ну, никак не решусь вот на это. Ну, никак не решусь. Решиться-то могу, будет ли это интересно вам, вот к чему я все это веду. Так что, ребята, давайте активничайте, подписывайтесь. Лайки, дизлайки, ну, конечно, лучше лайки. Вот, комментарии и все в этом роде. Колокольчик прожимайте, чтобы не пропустить. Так что давайте напишем в комментариях, нужно ли, хотите ли вы, так скажем. Вот, а тем временем я включил только К+, потому что весь город желтый. И комфорт уж очень дешевые заказы. Пождем, попробуем поработать только на К+, пока. Но заказ не прилетело. Так что ждем. Пишем в комментариях, не забываем. Так, ребят, первый раз, наверное, за все время я вот в Рояле сейчас брал парковочный билет. И суть в чем, я почитал все это. То есть 30 минут бесплатно, следующие 2 часа 100 рублей, каждый последующий час по 50 рублей. То есть, да, понимаете, специальный тариф для проживающих гостей. Наземная парковка 600 рублей. Штраф за утерю билета, вот это вот шляпы, вот этой шляпы, штраф 500 рублей. Ё-моё, блин, ты потерял бумажку и получил штраф с 5 хат. В смысле, блядь? Я не понимаю, за бумажку штраф 500 рублей? Короче, интересная шлепотень. Вот. Тем временем мы тут выполнили уже хреновую кучу заказов. А по деньгам, ну, ничего не заработали. Вот. Еще у меня выскочила опять ошибочка по давлению колес. И почему-то я стал задумываться, что проблема может быть даже и не в шине, и не в каком-то там проколе или тому подобное. А, возможно, проблема в самом датчике давления колес. Я думаю, посмотрим в ближайшее время. Блин, тысяча планов на все подряд. На них бы время найти, потому что, ну, я физически просто не успеваю все сделать. Ну, еще когда подводят мастера, это, конечно, вообще безумно печально. Ладно, сейчас мы двигаемся на Почтовую. По комфорту. Такие вот дороги, да. По комфорту, и нет ничего у нас, никакого коэффициента в городе. Весь город белый. Просто ужас. Так что как-то так пытаемся вывозить. Работаем тупо за баллы, походу, сегодня. Мука-возим. Ладно, что, двигаемся на заказ. Чуть позже включусь. Ребятушки, находимся мы за Волгой. Очень печальный заказ. 4 минуты и 109 рублей. А если бы была комиссия, еще даже бы сотки не было. Положили вот так.
и сдал сдачи 300. И чё, 300 сдал сдачи. Сейчас, говорю, еще 100 рублей додам. Говорит, не надо. Спасибо. Так что вот такие заказы приходится катать. Сегодня, ну, очень конченый день. По заказам Яндекс прям умер, я бы сказал. Во-первых, их мало, самих заказов, то есть их приходится ждать, цепочки почти нет. Вообще, ну, не то, что, блин, почти нет, ты ждешь заказы. Вот. Поэтому, как бы, ну, очень все печально. Я думаю, что даже смысла нет оставаться здесь за Волгой. Поедем в сторону центра. Солнышко светит прям пушечно. Сейчас бы мясо кушать, коньяк бы пить. Ну, или там газировку, чай, кофе, кто что, короче. Вот. Но мы вот работаем, баллы, так сказать, набиваем. Короче, очень печально сегодня с работы. Это вторник. Это март, какой-то там 17 число. Полная жопа. И еще вот такие лужащие дырки под ними. Ну ничего, прорвемся, я думаю. Недолго так осталось с такими маленькими кэфами. Точнее, без кэфов гонять. Надежда есть на то, что скоро все наладится. Скоро будет сезон. Вот того, что у меня там отъехало, так и мы и не выяснили, короче. Ну, не получилось у меня сегодня до туда доехать. Вот. Но как бы особо сейчас не беспокоит. Я думаю, может быть, мы протянем до замены всех масел и того подобного. Вот, и поменяем тогда. Ну, не знаю, короче, как проверить. Посмотрим. Вот. Смена сегодняшняя планировалась до 9. Но смысл, честно говоря, в этом я не вижу. 22 заказа, 5500 рублей. Это с учетом того, что у меня нет комиссии совсем. Ну, если была комиссия, как бы вычитай еще из этого рублей 600-700. То есть, как бы, ну, такая сумма была бы. Время почти 5 часов. Так что я думаю, что час-два хотелось бы, конечно. Хотя бы, чтобы до 7 добить. Ну, плюс 200 рублей у меня чаевых сейчас. 5700, грубо говоря. 1300, если я осилю за 2 часа, замечательно. Хотя бы 7000, я поеду домой. Но, честно, это очень печально. Конечно, километраж небольшой, потому что картыши сегодня одни были. Но, как бы так, ребятня. Ребятня, ё-моё, пацаны. Все печально сегодняшним днем, но ничего, завтра будет лучше, надеемся на лучшее. Пассажирка пошла, сумку накинула, и 545 рублей. Ну, честно, вот только сейчас в конце что-то стало такое, как бы, что поработать можно. А так, как бы, было все печально. Вот. Ну, все итоги, соответственно, сегодняшнего дня вы сейчас видите, и я думаю, что это очень печально. Яндекс прямо умер, я так скажу, сегодня. Красота, кстати, какая. Закат, вообще пушка. Время 7 часов. 7 часов по времени вы тоже все, наверное, увидите. Распишу, сколько по времени я был, в принципе, на линии. За такое время и столько заказов я заработал. Ну, я думаю, что это слабо. Очень слабо на сегодняшний день. Как-то так, ребятки. Не забываем подписаться, написать комментарий там по поводу моего вопроса в этом видео. И, соответственно, поставить лайк. Всем добра и всем пока.